Привет, меня зовут Саша, и я оказался в самом западном регионе нашей страны, в Калининградской области. И здесь я представлю наш проект Крис Кросс. А теперь разгадаем город. Мой координатор прислал мне первую локацию, где находится моя первая загадка. Собственно, туда и сейчас я отправлюсь. Поэтому пойдем вместе со мной, и это будет очень интересно. Побежали, побежали. Калининград является одним из тех городов, где пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Поэтому, как и во всех других городах, на центральной площади города можно найти напоминание об этом. Как вам нравится такая Европа? Хотя не все так радостно. По всему городу буквально раскиданы палатки со знаменитым калининградским янтарем. Но, к сожалению, в такой кризис мне это не по карману. Да еще и продюсеры отказались выделить мне немного монет. Даже на проезд не хватает. Поэтому и хожу пешком. Хотя вроде бы мне осталось недалеко. Вот я и оказался на центральной площади города Калининград. И мне кажется, здесь только одно здание представляет наибольший интерес. Это здание Дома Советов, которое находится за моей спиной. И в сообщении было указано, что мне надо оказаться на самой высокой точке этого здания. Поэтому пойдемте попробуем как-то залезть туда. По неофициальной информации, внутрь можно попасть, договорившись с охранником. Но этот путь не для нас. Поэтому пойдем искать другие пути проникновения. Так, дырка. Слишком узко. Еще дырка. Ускоримся в своих поисках. Мне удалось нелегально пролезть на территорию. И, честно говоря, здесь какой-то дикий бурьян, через который не очень хочется идти. Поэтому я пойду и поищу более цивилизованный вход, чтобы попасть на самый верх. Простите меня, я немножко залип, потому что реально очень крутая архитектура. Мне удалось договориться с охранником и пройти внутрь. И я все ближе и ближе к самому верху, и скоро я уже получу загадку. С нетерпением жду этого момента, поэтому не будем медлить. К празднованию 750-летия Калининграда в 2005 году был проведен наружный ремонт Дома Советов. Оно было покрашено, были вставлены окна, и здание приобрело современный вид. Однако в настоящий момент будущее Дома Советов остается неизвестным. По последним сообщениям, судьба здания будет решена на публичных обсуждениях, которые состоятся после решения вопроса о собственнике здания. Губернатор Калининградской области назвал Дом Советов позором города Калининграда, который необходимо снести. На месте же, где стоял Королевский замок, должен стоять Королевский замок. Такое мнение глава региона высказал во время встречи со студентами БФУ имени Канта. Я осмотрел одну часть крыши этого здания и ничего там не нашел, поэтому пойду искать свою загадку на этой стороне. Она обязательно где-то здесь. Здесь нет ничего.
Кажется, я нашел. Я нашел свою загадку. Это очень круто. Теперь я хочу пойти вниз и почитать ее. Но сначала я сделаю пару видов крутейшего Калининграда. Так как здание Дома Советов находится в самом центре города, с него открывается потрясающий вид на исторический и не очень центр города. Вот, например, остров Канта с кафедральным собором, рыбацкая деревня, этнографический комплекс на берегу реки Приголя. А это единственный мост, ведущий на остров Канта. Но это совсем другая история. Собор, главная церковь бывшего Кёнигсберга, в ходе войны сильно пострадал, но снесен не был, так как у его стены был похоронен Кант. А теперь можно и вниз. Я нашел достаточно живописное место, возле которого и хочу прочитать данные мне загадки. Здесь как-то много листов. Походу здесь две загадки, и я начну, наверное, с той, которая более маленькая. Загадки от Анастасии Дорониной. Задание. Многие из нас начали свой путь неподалеку от этого места. Там у воды зарождается и искусство. Найдите имя автора. В загадке сказано, что многие из нас начали свой путь неподалеку от этого места. То есть, в принципе, где мы можем начинать свой путь? В принципе, вода, которая справа от меня, это есть какое-то начало жизни. Но я же не буду искать на дне свою отгадку, значит, мне нужен какой-то другой вариант. Также здесь написано про искусство. В принципе, искусство — это тоже какой-то путь. Когда человек начинает что-то творить, он творит искусство, и то есть он тоже начинает какой-то свой путь. То есть путь, в принципе, здесь такое достаточно емкое понятие, и мне предстоит пораскинуть еще мозгами, чтобы найти нужную мне локацию, тем более имя автора. Поэтому пойдемте искать дальше. О, старый знакомый! На берегах и в непосредственной близости от Нижнего пруда, возле которого я читал загадку, расположены Калининградский областной историко-художественный музей, Дом творчества, бывший Дом пионеров и Калининградский телецентр. Очень сложно оказалась загадка, на самом деле. Я очень долго размышлял на тему того, что имелось в виду под путем. Потому что путь может быть разный. Это может быть как и рождение, и школа, и становление человека как личность. И пока я нахожусь в небольшом тупике, и мне даже не с кем посоветоваться на самом деле, потому что в этот раз я веду передачу один. Загадка не очень большая, и тут не очень много информации, за которой можно вообще уцепиться на самом деле. Но мне вот, например, еще зацепило слово «искусство». Потому что вот я иду все время, пока я иду вдоль этой набережной, постоянно натыкаюсь на граффити. Многие не считают это искусством, а лично я считаю, что это самое настоящее искусство, которое люди творят от души, я бы сказал. Хотя вот здесь вот кто-то подрисовал какие-то непристойности. Нехорошие люди, не надо так делать. Ну вот, несмотря на то, что сегодня рабочий день, здесь очень много людей. Мне кажется, эта набережная пользуется популярностью у жителей этого города. Она называется в честь подводника Александра Маринеско, которому установлен памятник возле одного из мостов. А я пошел дальше, думать о путях. Кстати, личность Маринеско историками воспринимается очень неоднозначно, но об этом советую почитать вам в какой-нибудь Википедии. Я уже просто с ума схожу от этих путей, на самом деле. Мне уже везде мерещатся какие-то железнодорожные пути, по которым надо идти и находить что-то такое искусствоподобное. Не знаю, пойду дальше. Сделаю кружочек вокруг озера и надеюсь, что в конце этого пути я найду ответ на нужный мне путь. Пойду, да. Надеюсь, вы еще не устали от моих вечных блужданий по калининградской осени или от моих бессвязных бредовых мыслей от такой коротенькой загадки. Я насмотрелся уже красивых осенних пейзажей, на самом деле, очень, очень круто. И еще здесь очень много интересных строений, например,
я проходил очень интересное здание, и мне стало интересно, что же это такое. Оказалось, что это роддом. Это как-то очень прям близко к пути всей нашей жизни, на самом деле, потому что мы там начинаем. Но, не знаю, искусство здесь какое-то сомнительное около него. Так что пойдем завершать мой путь вокруг озера. Как вам такая архитектура? А если еще ее сочетание с прекрасной поздней осенью? Мне вот, например, это в кайф. Подобно этому котику, я уже облизал эту загадку со всех сторон. И вот таким же взглядом уткнулся на творчество, которое видны за ним. Как вам такое искусство? А такое? То, которое справа, разумеется. Очень прикольные темы. И я уже не первый раз встречаю этого чувака с подписью «Картун». И, кстати, это место находится недалеко от роддома, так что, я не знаю, может быть, это и есть тот самый путь, который все мы проходим в жизни. Потому что картуна здесь на самом деле очень много. Я смотрю, там есть за моей спиной еще парочка его тем. И мне кажется, что я где-то близок к правильному ответу. У нас бывает так, что у нас очень много вариантов, и бывает так, что их почти нету. И вот это вот тот момент, когда вот у меня есть только единственный вариант, и я бы хотел получить ответ и узнать, прав я или нет. Потому что у меня больше нет вариантов на самом деле. Мне пришла смс от координатора о том, что ответ находится где-то рядом с загадным местом. И если он реально где-то здесь, значит я угадал правильно. Так давайте найдем его. Это бинго. Скорее же узнать правильный ответ. Загадное место — это берег Нижнего озера у роддома номер 1. Стены со стрит-артом. Ответ — Эль-Картун. Ну, собственно говоря, я так и сказал. Правда, я не видел там предлога, или я не знаю, как это называется. Что-то, видимо, испанское «эль». Но загадка разгадана правильно. Спасибо Насте за то, что подарила мне возможность посмотреть прекрасные граффити, которые я очень люблю. И теперь я буду всем рассказывать, что в Калининграде есть свой местный Бэнкси, который зовут Эль-Картун. А теперь пойдемте разгадывать вторую загадку. Она должна быть не менее интересной, мне кажется.